Целый год длились мои эксперименты, но результаты вам в YouTube я практически не показывала, а в Telegram лишь вскользь их касалось. С июля прошлого года я выращиваю деток фаленопсисов на срезанных цветоносах. И я знаю, что сегодня многие из вас ждали совсем другое видео. Для тех, кто совершенно ничего не понял из этого вступления, я поясню. В прошлом видео на канале я показала результат действия одного природного средства на орхидеи. Тройной результат. Результат показала, а фантастические пути его достижения обещала раскрыть в будущем. В комментариях под видео, где зрители проявляли свой интерес, они начали угадывать варианты. Знаете, какой вариант природного средства, по мнению зрителей, дал такой быстрый тройной результат? Не знаете? Тогда я вам расскажу. По мнению зрителей, такой результат дало использование чайного гриба на орхидее. В комментариях в YouTube и в Telegram я десятки раз ответила, что это не так. А еще я написала, что раскрытие секрета придется подождать, пока подрастают результаты у второй экспериментальной орхидеи. Но ждать мы будем не просто так, а с интересом и с пользой для дела. Сегодня я все же покажу вам, на ком и с каким результатом я использовала чайный гриб. И привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Ровно год назад, в июле 2023 года, я начала эксперименты со срезанными цветоносами фаленопсисов. Я получала на них деток. Моей целью была фиксация всех этапов развития орхидеи от момента срезки цветоноса с материнского растения и до момента цветения полученной детки. Сегодняшнее видео, разумеется, не об этом, но забегая далеко вперед, могу сказать, что поставленную задачу я выполнила. Кроме того, постоянно контактируя со зрителями, я пыталась определить главные сложности в этом вопросе. Детка на цветоносе появилась, а корни у нее не растут. Или наоборот, корни есть, а листья не развиваются. За год я достигла совершенства в создании разного рода тепличек, изобрела метод «Вдохни в орхидею жизнь» и получила должные результаты. И если вы еще не знакомы с разработанными мною методами, ссылки на те из них, которые я буду упоминать в этом ролике, я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Разработанный мною метод дал очень хорошие результаты. Практически 90% всех цветоносов дали деток. И если первые экземпляры деток я размещала индивидуально, то в дальнейшем я стала помещать их группами в отдельную емкость. Для выращивания деток на этом этапе я использовала живой мох сфагнум, который всю зиму в дальнейшем выращивала в квартирных условиях. Вот такой мох в больших пластиковых емкостях мне удалось сохранить всю зиму, и он до сих пор растет, но уже на открытом балконе. Поскольку деток получилось неожиданно много даже для меня самой, я имела возможность поэкспериментировать с ними своими самыми разными способами. В ходе этих экспериментов я еще раз поняла, что все орхидеи, как люди, абсолютно разные, с разным характером. У кого-то он легкий, а у кого-то очень даже несговорчивый. Одним для выманивания корней достаточно было купаний в простой кипяченой воде, другим нужно было придумывать состав поинтереснее. Кроме того, детки, появившиеся на срезанных цветоносах летом, достигли зрелости гораздо быстрее тех, которые появились на цветоносах зимой. Более того скажу, с некоторыми зимними цветоносами пришлось буквально повоевать. Они не хотели давать деток, а хотели цвести. Я справилась и с этим.
применив свой метод прищипывания. Скорость роста зимних деток тоже очень отличалась одна от другой. К тому времени летние детки уже жили в индивидуальных домиках или парами. К этому времени я уже делилась своим опытом в нашем телеграм-канале и показывала участникам, как я делаю это. И уже есть несколько участников, которым удалось повторить мой опыт. Если вам нравятся мои изыскания и мой опыт, если вы ждете видео на канале, обязательно поддержите канал комментарием и пальчиком вверх под видео. Это важно. В начале февраля этого года случилось невероятное и совершенно неожиданное событие. Одна из летних деток решила зацвести прямо во мху, прямо в тепличке. К слову сказать, срезая цветоносы, я их не считала и никак не помечала сорт орхидеи, с которой срезают цветонос. Для меня это первое цветение было полнейшей загадкой. Я отодвинула мох, чтобы дать место для распуска цветка, и цветение состоялось. Самым быстрым и самым активным на цветение сортом оказался Phalaenopsis Buttercup. Таким образом, самое первое цветение детки, полученное на срезанном цветоносе, случилось через 8 месяцев после срезания цветоноса. Для тех, кто не знаком с этим супер быстрым на цветение сортом, покажу вам цветение материнского растения, с которого был взят этот цветонос. Именно эта орхидея была главной героиней самого популярного видео на канале. Именно на этой орхидее я использовала напиток фараонов из чая каркаде. И пока летние детки прошлого года зацветали или готовились к цветению, зимние детки продолжали капризничать. В план сегодняшнего видео это не должно было войти, но все же давайте отметим сорта фаленопсисов, детки на срезанных цветоносов которых зацвели быстрее всего. Второй по активности оказалась детка фаленопсиса Рауль. Она сейчас на ваших экранах вместе с материнским растением. А на третьем месте оказалась детка очень знакового для канала фаленопсиса, первого фаленопсиса, вылеченного с помощью толстянки, фаленопсиса Sunset Love. Я предполагаю, что целебные свойства лекарственных трав, применяемых на материнских растениях, нашли отражение и в их цветоносах. Оттого детки именно на этих цветоносах зацвели быстрее всего. Но давайте вернемся к капризным экземплярам, полученным в зимнее время. Мало того, что детка сразу не получалась и пришлось дважды прищипывать появившиеся цветоносы, так еще и появившись, детка развиваться не спешила, все сидела в одной паре, испытывая мое терпение. В марте этого года вместе с золотым усом в моем арсенале появилось еще одно неиспытанное ранее природное средство. Именно этому средству большинство зрителей приписали невероятно быстрый результат прошлого видео. В России и в странах бывшего СССР его называют чайным грибом. За границей его называют камбучей. И первое, и второе название чисто бытовые, так сказать, народные. По-научному он называется зооглея. В медицинских кругах можно встретить еще одно название – медуза мицет. С научной точки зрения этот живой организм некорректно называть грибом. Этот живой организм является симбиозом дрожжевого грибка с уксусными бактериями, которые являются общими для всех видов зооглей.
Напиток на основе чайного гриба известен со времен династии Цинь и описывается как очищающий и наполняющий энергией напиток. В Европу он проник с российского Дальнего Востока в начале XX века и к началу Второй мировой войны уже распространился по всей Европе. Напиток из чайного гриба с научной точки зрения состоит из смеси разных органических кислот – уксусной, глюконовой, винной, яблочной и в меньшей степени лимонной, сахаров и других веществ. Согласно народному фольклору, чайный гриб – это суперусилитель иммунитета, который может бороться со многими недугами, включая СПИД, рак, артрит, запоры и многое другое. Как думаете, можно такое средство использовать во благо развития орхидей? Как говорится, если очень хочется, то можно, но делать это нужно крайне осторожно. Для этого эксперимента я выбрала несколько самых несговорчивых деток на срезанных цветоносах. На них не действовали или плохо действовали обычные методы. И я решила испытать на них свойства напитка из чайного гриба. Купание в напитке проводила регулярно, насколько это было возможно, каждый день или через день, соблюдая необходимые условия вокруг. Условия стандартные. Во время таких купаний орхидеям или деткам орхидей должно быть очень светло, желательно попадание прямых, но не обжигающих солнечных лучей, и очень тепло. Температура воздуха от 24 до 28 градусов Цельсия. Купания орхидей в этом напитке длились от 5 до 15 минут ежедневно. После купания в напитке орхидеи обязательно ополаскивались в чистой кипяченой воде. Первые результаты не заставили себя ждать, и они были действительно впечатляющими. Даже у самых несговорчивых деток, которые появились только после прищипывания цветоносов, появились новые корни и по второму листу. Даже крошечная детка, единственный листик которой был меньше фаланги пальца, дала собственный корень. В это время я готова была праздновать победу, но допустила одну непростительную ошибку. Время шло, гриб продолжал работать, концентрация кислот в напитке увеличивалась, а я продолжала использовать его неразбавленным. Внимание! Не повторяйте моей ошибки. Не используйте напиток из чайного гриба в слишком высокой концентрации. Разбавляйте его до цвета спитого чая. И тут впору снова воскликнуть: какие же все они разные! Большинству деток орхидей купание в слишком концентрированном напитке из чайного гриба было нипочем, но у одной возникли проблемы. Вот эта детка изначально показывала самые лучшие результаты применения напитка из чайного гриба. У нее выросло 2 новых корня и 2 лист. И именно эта детка получила химический или кислотный ожог. Оба ее молодых листа пожелтели, превратились в пергамент и отвалились. Одновременно с этим полностью высох цветонос, только корни казались неповрежденными, их защитил веломен. Поначалу я порывалась выкинуть то, что осталось, а потом вспомнила о жизнеспособности орхидей и о целебных свойствах лекарственных растений. И я решила возродить и эту орхидею. Часто участники телеграм-канала показывают свои вполне жизнеспособные орхидеи после болезни и спрашивают: а из этого что-то может получиться? Посмотрите на то, что осталось от этой малышки, и скажите: из этого что-то может получиться? Листьев уже нет, сформированного стволика еще нет, 2 корня
длиной по 2 см и сухой цветонос. Я прикрыла 2 оставшихся корня живым мхом сфагнум и начала использовать то тайное средство, секрет которого пока не разглашаю. Я начала закапывать это средство в место предполагаемого выхода новых листьев. Вам по-прежнему интересно, что это за средство? Вы написали об этом в комментариях под прошлым видео. Предыдущее видео о тайном суперсредстве посмотрели 9000 человек, и только 330 из них проявили свой интерес, написав комментарий. А это значит, что пока тайна этого средства останется нераскрытой. А на ваших экранах прямо сейчас происходит очередное волшебство. Маленькая орхидея возрождается буквально из ничего. И если вы тоже хотите научиться творить волшебство природными средствами, изучайте канал «Классика орхидейного жанра» в YouTube и Telegram. Сегодняшнее видео немного короче обычных видео на канале. У меня сломалась мышка, и делая это видео, я вспомнила всех святых. А потому, если у вас остались вопросы, их вы можете задать в комментариях под этим видео и в нашем телеграм-канале, ссылку на который я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.